Стю Ангер, гений покера и величайший игрок, которого многие считают лудоманом. С вами Академия покера, и это вторая часть биографического выпуска о величайшей легенде покера, которого признают лучшим в истории до сих пор, несмотря на то, что его карьера закончилась более 25 лет назад. Стю Ангер – огромный талант, уничтожавший всех за столами, но не сумевший победить собственных внутренних демонов. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. Будьте первыми, кто увидит наши новые видео. В первой части мы рассказывали о детстве, знакомстве с покером и участии Стю в мировой серии. Если вдруг пропустили, обязательно посмотрите начало по ссылке, которую мы оставили в описании. Итак, в 1979 году скончалась мать Стюарта. Это стало сильным ударом для молодого человека, который внутренним инфантилизмом вполне соответствовал своей внешности. Именно в это время Ангер впервые попробовал опасные вещества. Считается, что люди с высоким интеллектом имеют слабую устойчивость к таким эндорфиновым бомбам. И малыш, к сожалению, стал этому ярким примером. Долгое время он держал себя в руках. Вещества позволяли ему быть в тонусе при тяжелом гринде, но со временем это превратилось в зависимость. И начались срывы. Теряя контроль, Ангер выпускал наружу сразу всех своих демонов, полностью отдавая своих власть. Употребление алкоголя, ставки, вещества, и Стю начал быстро падать на дно. Семья некоторое время пыталась вытащить его из этого омута. Увы, даже бесконечная любовь к дочери не смогла остановить игрока. В 1986 году Мадлен подала на развод, забрала детей и уехала. Через 3 года, сразу после своего выпускного, добровольно расстался с жизнью ее сын Ричи, которого Ангер любил как своего собственного. Этот удар только усугубил ситуацию. Учитывая совсем невысокий рост и хрупкое телосложение, друзья Стюарта, среди которых были покеристы Майк Секстон и Билли Бакстер, были уверены, что с этими пагубными привычками он не доживет до 40-летия. Они предлагали оплатить ему лечение в любой клинике мира, но тот отказывался. По инерции малыш участвовал в недорогих турнирах, в основном за счет того же Бакстера, с которым у них еще в начале 80-х сложились теплые, даже дружеские отношения. Он прилагал много усилий, чтобы мотивировать Стю на борьбу с внутренними демонами. Впрочем, были в этот период и крупные заносы. Он трижды в 84-м, 88-м и 89-м годах занимал первое место в Amarillo Slim Super Bowl, второй по престижу серии того времени. В 90-м году Бакстер убедил его принять участие в мейне мировой серии. Даже в таком ужасном состоянии Ангер просто громил соперников и прошел в последний день с огромным преимуществом по количеству фишек. Впрочем, довести дело до конца ему не удалось. Утром он был найден без сознания в номере отеля. Пока его откачивали от передозировки, дилер круг за кругом забирал блайнды из накопленного им стека. Он был настолько огромным, что его остатки даже перенесли за финальный стол. Пустой стул, на котором должен был сидеть Стю, занял 9-е место. После восстановления Ангер пришел в себя и забрал призовые в размере $25 тысяч. Вернув долю Бакстеру, он тут же спустил остальное на вещества и ставки. К 1997 году Ангер был полностью истощен во всех смыслах. Он выглядел ужасно, а его огромные долги делали его жизнь беспросветной. И все же неожиданно для всех случился проблеск. Похоже, единственным мотиватором послужила его дочь Стефани. Стю попытался оттолкнуться от дна. В это время покер заметно усложнился. Да, до появления солверов было еще далеко, но столы заполнили новые молодые таланты. Они самостоятельно прорабатывали стратегию на более глубоком уровне, чем старожилы. Уже получил 6 браслетов Фил Хельмут, уже отметился победой на ВСОП один из главных теоретиков Дэн Харрингтон. Зато в несколько раз выросли призовые, и это явно вдохновило Стю. $1 миллион за первое место в главном событии, отличная возможность рассчитаться с долгами и перезапустить жизнь. Но что мог противопоставить новой волне покеристов? Ослабленный, сломленный зависимостями игрок, давно забывший, что такое покер на высоком уровне.
Ангер сутки метался в поисках денег для оплаты Боина, но его репутация теперь сильно усложняла поиск Беккера. Как обычно, на помощь пришел Билли Бакстер. Они прибежали к столу регистрации буквально за пару минут до ее окончания. Истощенный образом жизни и сутками без сна, организм Ангера грозил отказом. Стю буквально засыпал за столом, о чем сообщил Майку Секстону, который играл рядом. При поддержке Майка и после взбучки от Бакстера Ангер пришел в норму и продержался до конца дня. На протяжении всего турнира малыш постоянно поглядывал на фото дочери, а в перерывах звонил ей, чтобы сообщить об успехах. На второй день Стю пришел бодрым и выспавшимся. Очевидно, здравый смысл победил зависимость хотя бы на время, и получилось настоящее возвращение. Да, за столом сидел изможденный зависимостями человек, который пытался скрыть разрушенный веществами нос с помощью синих очков. Но это снова был Стю Ангер. Он словно перенесся на 15 лет назад. Его действия были выверены, чтение оппонентов безупречным, а блефы убедительными. Уже к концу второго дня он был безоговорочным чип-лидером и дальше только наращивал преимущество. В итоге он завоевал свой 5-й браслет и $1 миллион, который тут же разделил с другом и меценатом Билли Бакстером. Эта победа доказала, что Ангер в покере не просто игрок, он и есть покер. Он знает о карточных играх все, как будто десятилетиями вместо употребления веществ изучал самые продвинутые солверы и техники чтения соперников. Стю безупречная машина для победы в любой карточной дисциплине. Это качество он получил от природы. И даже долгие годы саморазрушения не смогли его отнять. В интервью после хедзапа он достал фотографию дочери и на всю покерную аудиторию посвятил победу Стефани. Казалось бы, вот она, перезагрузка и новая жизнь, но нет, демоны так и не отпустили легенду. По настоянию дочери Стю искренне пытался отказаться от веществ. Он даже сумел продержаться несколько недель. Но в очередной рецидив он мгновенно спустил свою долю выигрыша на все те же пагубные привычки. Едва приподнявшись, он снова рухнул на дно. Когда Бакстер через год предложил ему снова участвовать в мировой серии, тот отказался, сославшись на усталость. Позже сам Стю скажет, что настоящей причиной был страх опозориться после продолжительного загула, так как тело все меньше слушалось хозяина. Очередная попытка перезапуска случилась осенью 1998 года. Он заявил своему другу Бобу Ступаку, владельцу одного из казино в Вегасе, что хочет навести порядок в жизни. Боб пообещал оплатить долги малыша и финансировать его участие в игре в обмен на долю от выигрышей. Получив задаток в размере $25 тысяч, Стю ушел. 20 ноября Ангер был найден в комнате дешевого мотеля. Он лежал в одежде на полу, а из аванса в 25 тысяч при нем было всего лишь $800. Впрочем, следов веществ в комнате не обнаружили. В крови их было не так много, чтобы это стало прямой причиной смерти Стю. Официально таковой назвали сердечную недостаточность, следствие почти 2 десятков лет саморазрушения. Стю Ангер прожил короткую, но богатую на события жизнь. Добавим к общей картине еще несколько интересных фактов об этом легендарном покеристе. Суммарный выигрыш Стю во всех игровых дисциплинах составил около $30 миллионов. Даже при нынешнем уровне призовых, который в десятки раз превышает суммы тех лет, мало кто из профессионалов перешагнул такую отметку. Увы, после смерти на счетах Ангера было пусто. Даже на похороны его друзья организовывали сбор средств. Сам Ангер считал себя легендой только в джин-рамме. Он говорил, что в холдеме может появиться кто-то лучше, чем он, но он не представлял, чтобы кто-то смог стать лучше него в рамме. По мотивам жизни Ангера в 2003 году был снят фильм «Игрок». Главную роль сыграл Майкл Империоли. Хотя картина довольно высоко ценится среди покеристов, дочь Ангера Стефани считает ее не совсем достоверной. Впрочем, есть у фильма и серьезный недостаток. Стю в нем почти не раскрыт как покерист. Совсем непонятные особенности его манеры игры и стиль. В начале карьеры из-за невысокого роста Стю часто подкладывал на стул подушку, чтобы сидеть повыше. Ангер охотно сорил деньгами, оставляя щедрые чаевые официантам, дилерам, таксистам. Брансон рассказывал, как однажды к ним подошел незнакомец и попросил денег. Стю без разговоров отдал ему $100. Когда Дойл поинтересовался, кто это был, Ангер сказал:
Если бы я знал его имя, то дал бы 200. Дочь Стюарта, Стефани, рассказывала, что среди интересов его отца были классический черно-белый кинематограф и история. Несмотря на фактическую необразованность, Стю бросил школу в 10 классе. Он всегда был интересным и эрудированным собеседником. Ангер никогда не имел счетов в банке, предпочитая держать наличность при себе или в сейфах отелей. Хотя сам Стю не любил водить автомобиль, у него одно время был дорогой автопарк. Есть байка, что однажды он вернул купленный накануне Мерседес, так как тот перестал работать. Когда ему указали, что закончилось топливо, он возмутился. Оказалось, никто не предупредил его, что в машину нужно заливать горючее. Впрочем, не исключено, что это был своеобразный юмор Ангера. Раньше в карточных играх профессионалы часто притворялись новичками, чтобы попасть за столы к любителям. Такой обман был чужд Ангеру. Его эго, наоборот, требовало признания. Хотя это резало его финансовые ожидания, а в раме и вовсе привело к полной изоляции. Стю ел как дикое животное. Это сравнение сделал его друг Майк Секстон. Для Ангера еда была неприятным поводом оторваться от игры. Поэтому он обычно заказывал блюда на себя и друзей на конкретное время, чтобы все было готово к их приходу. Пока остальные успевали взять в руки вилки, Ангер уже вталкивал в себя сколько мог и был готов бежать за столы. С Майком Секстоном Ангер познакомился, когда тот был почти банкротом. Они сидели за одним столом, и когда Стю вышел в уборную, то попросил Майка сыграть его следующую руку. Сейчас это запрещено, но тогда в казино правила были не такие жесткие. Секстон собрал стрит и выиграл для Ангера крупный банк. Тот был так благодарен, что одолжил помощнику $1500 для входа в другую игру. С этой суммы Секстон впоследствии и раскрутил банкролл. Когда друзья менялись местами и Стю был на мели, Майк всегда по мере возможности поддерживал его. Ангер остается единственным покеристом в истории, которому удалось трижды выиграть в главном событии мировой серии. Формально столько же титулов у Джонни Мосса, но тот свой первый браслет получил по итогам голосования. Стю же трижды прошел весь путь через турнир. В 2001 году имя Стю Ангера было внесено в зал славы покера посмертно. Мы не можем знать наверняка, как сложилась бы жизнь легендарного покериста, если бы не тяжелая зависимость. Но те, кто сталкивался с ним за столами, абсолютно уверены, даже у лучших из наших современников не было бы шанса сражаться за столами с человеком, который видел бы их насквозь. Таким запомнился малыш Ангер, непревзойденный покерный гений. Он выиграл все события, которые внутренние демоны позволили ему довести до конца. И каким бы ярким талантом не обладали новые звезды, все они всегда будут рассматриваться через призму таланта Стю. Благодарим за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Пишите в комментариях, достоин ли Стю Ангер звания лучшего игрока в истории. На канале уже есть биографии и других известных покеристов: Никиты Бодяковского, Али Имсировича, Даниэля Негриану, Брина Кенни. Рекомендуем посмотреть. А на этом все. Всем пока-пока.